listen. Come on. Yeah. Listen to me, damn it. Gonna listen to me. Hey, no! Со вселенной пространства я познакомился практически случайно. Увидел у кого-то в рекомендациях книжку с ничего не говорящим мне громким названием «Пробуждение Левиафана», начал читать и понял, что не могу оторваться. В ней было все, что я люблю в научной фантастике. Увлекательный сюжет со множеством непредсказуемых поворотов, масштабность, интересные идеи, глубокие, хорошо прописанные персонажи. Но главное — великолепно проработанный мир, одновременно новый и загадочный, и вполне правдоподобный. В этом мире человечество более-менее освоило Солнечную систему, но ее пределы пока так и не покинуло. И даже выйдя в космос, осталось таким же непредсказуемым и кровожадным, как прежде, разделившись на несколько фракций, взаимоотношения между которыми постоянно находятся в очень хрупком балансе. В таком вот мире живет главная героиня The Expanse A Telltale Series Камина Драммер, первая помощница на корабле Артемида, команда которого занимается тем, что собирает всяческий лом на задворках системы. На момент начала игры особых успехов в делах экипаж не добился, но у капитана есть план. Одно последнее дело, которое должно обогатить всех. Так, в поисках неведомо каких сокровищ, Камина и ее команда оказываются на борту Уршанаби, потерпевшего крушение военного корабля земного флота. Практически сразу становится понятно, что причиной катастрофы точно стал не какой-нибудь несчастный случай, а нападение пиратов, причем совершенное с особой жестокостью. Естественно, практически все идет не так, как было запланировано, атмосфера в экипаже накаляется, а самой Камине в итоге приходится принять несколько непростых решений, которые повлияют на дальнейший ход истории. The Expanse — это практически во всем классическая приключенческая игра Telltale. Мы исследуем локации, общаемся с NPC и участвуем в несложных QTE-событиях. Главная новинка заключается в том, что львиная доля эпизода протекает в условиях невесомости, поэтому Камина может летать с помощью маневровых двигателей скафандра и ходить по стенам. Иногда это помогает находить спрятанные подсказки, но в целом на геймплей влияет сравнительно мало, хотя и добавляет атмосферности. Сразу стоит сказать, все, что связано с сюжетом, выполнено в The Expanse на очень высоком уровне. Несмотря на то, что игра не тратит много времени на экспозицию, к персонажам очень быстро прикипаешь душой. Они, как и в первоисточнике, получились очень живыми и правдоподобными, со своими характерами и мотивациями. Весьма качественно написанные диалоги. Их обилие, как и в других играх Telltale, не раздражает как раз благодаря мастерству сценаристов. В разговорах мы лучше узнаем героев и начинаем понимать мир, в котором они существуют. Здесь, кстати, кроется еще один плюс The Expanse. Чтобы получить от нее удовольствие, совершенно не обязательно быть знакомым ни с книгами, ни со снятым по их мотивам сериалом. Можно сразу запрыгивать в игру. Очень скоро вы почувствуете себя здесь как дома. Хотя вряд ли даже знатоки работ Джеймса Кори поймут, что именно говорят на своем диалекте жители пояса астероидов. Возможность влиять на сюжет, который также славится проекты Telltale, тоже реализована в The Expanse предсказуемо удачно. Выбирать придется довольно часто, и последствия некоторых решений будут настолько крупными, что расхлебывать их явно придется уже в следующем эпизоде. Визуальный стиль у игры своеобразный, но привлекательный. Если вы смотрели анимационные сериалы по Звездным войнам, например, «Бракованную партию», «Повстанцев» или «Войны клонов», то с ними в The Expanse есть что-то общее, хотя здесь герои все же чуть менее стилизованные. А вот окружение разработчики сделали угрюмым и неприветливым. Опять же, как и в первоисточнике, космос в игре место не для слабых духом. Мрачное, жестокое и темное, хоть и не лишенное определенной красоты. Таковы же появляющиеся в первом эпизоде корабли и их интерьеры. Все очень функционально, где-то даже аскетично. В комплексе с немного мультяшными персонажами визуал получается очень интересный. В фоне звучит подобающий загадочный электронный саундтрек, за который авторов The Expanse хочется похвалить отдельно. Именно такой должна быть музыка в игре о космических бродягах, живущих от одной мелкой работенки до другой. А вот с озвучкой некоторых персонажей не все так гладко. Например, Хан, пилот Артемиды, звучит так, будто страдает от запора. Жалко только, что заканчивается первая серия The Expanse очень быстро. Даже если внимательно обследовать все закоулки Уршанаби и никуда не торопиться, на все про все у вас уйдет максимум час. С другой стороны,
Это время вы проведете в очень интересной, качественно сделанной игре с отлично написанными диалогами, живыми персонажами и замечательно текучей атмосферой. Выход второго эпизода намечен уже на 10 августа, а закончиться сезон должен 21 сентября, так что ждать новых приключений Камины Драймера и ее экипажа долго не придется. Я еще обязательно вернусь к этой игре, когда пройду последний эпизод, чтобы рассказать об итоговых впечатлениях, но уже сейчас понятно, что путь Telltale выбрала правильный. Осталось придерживаться его и не потерять драйв, который задает тебе эпизод. На этом все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, рассказывайте о нем друзьям, заглядывайте ко мне в Телеграм и в блог на Бусти. Все ссылки будут в описании. До новых встреч в космосе. Увидимся.